Я ехала от мамы домой, села на станции и в купе была одна. На большой станции первой села женщина лет 50 с хвостиком. Ее место было на верхней полке, и она попросила меня уступить ей нижнюю. Я, не задумываясь, поменялась. Мишель везла с собой маленькую беспородную, но забавную собачку и с таким же забавным именем – Белочка. Затем в купе зашел хмурый дядька, который все время морщился и ворчал. Только беспородных собак нам здесь и не хватало. Да и вообще, собак в поездах, где люди, нельзя возить. Есть ящики специальные под вагоном. Последним в купе зашел молодой мужчина, около 40 лет, может, чуть меньше. В этот момент Мишель заступилась за Белочку, сказав, что беспородные бывают в 3 раза умнее и преданнее породистых. Ее поддержал этот молодой мужчина, который представился Антоном. Он сказал, что солидарен с ней. Меня в детстве спас беспородный пес, которого приютила мама во дворе. Если хотите, расскажу, я так кое-что помнил, а мама в подробностях поведала, когда я вырос. Я с Мишель в один голос сказали: «Да, мы с удовольствием послушаем». Дядечка что-то пробубнил, но они особо на него внимания и не обратили. Антон предложил: «Давайте обустроимся, а потом сядем пить чай, и я вам расскажу». Расстелив постельное, он спрыгнул с полки и налил всем чай. «И вы угощайтесь», — пригласил он мужчину. Тот молча полез в сумку и достал баночку меда. Я тоже достала сладости. «Угощайтесь и вы», — сказал Антон хмурому мужчине. Вот так дружно они начали чаепитие. Все было очень вкусным, свежим, сдобным. Так что рассказ Антон начал уже чуть позже, когда мы насытились. Парень начал. Папа, мама и я, их 6-летний сын, жили на окраине города, в маленьком домике на 3 комнатки: спальня, зал, кухня и небольшой коридор. Только на него у нас хватило денег после продажи их большого дома в районном городке. Но так как папа был по специальности строитель, он задумал перестроить дом своими силами. «Вот за зиму накоплю нужного материала и денег и все сделаю, и еще завидовать будут», — говорил он. С такими позитивными мыслями мы начали жизнь на новом месте. Папа устроился работать на стройку, а мама в детский сад помощником воспитателя. Жили мы где-то около полугода дружно, а потом мама стала замечать, что муж стал задерживаться после работы. Ей говорил, что строгает двери для будущего нового дома, пока на стройке нет начальства. Отношение у него к ней тоже изменилось, мама списывала это на усталость, все-таки день работает, а вечером для нового дома детали строгает. Конечно же, устает муж, не до ласк ему. Один раз мы с мамой возвращались домой из детского сада позже обычного. Мама задержалась из-за малыша, которого отец забыл забрать из садика. И такое бывает. Когда мы проезжали мимо строительного участка, на котором работал папа, мы решили заехать к нему на работу, чтобы потом вместе поехать домой. Мы шли по коридору к папе, дорога знакомая. Как-то мама была здесь несколько месяцев назад, привозила ему обед в выходной день. И вдруг мы услышали звонкий женский смех, потом смех папы. Мама остановилась, хотела повернуть назад, но я вырвал у нее руку и побежал к отцу. Я открыл дверь и остановился, потом оглянулся на приближающую мать, поднял руку, показывая пальцем внутрь, и сказал громко: «Мама, а там папа тетю чужую целует». Они с папой одновременно подошли к двери, только с разных сторон. Он был без рубашки и на груди засос. «Какого черта вы здесь делаете?» — крикнул отец. «Милый, кто там?» — раздался голос из-за его спины. «Двери для будущего дома, значит, выпиливаешь», — сказала мама. Она хотела войти внутрь, но он ее грубо оттолкнул и сказал: «Шла бы ты домой. Я-то пойду, а вот ты лучше туда не приходи, тебе там места больше нет». «Ну вот и славно, договорились», — сказал отец. Мама крепилась до самого дома, а там дала волю слезам. Она никогда не ожидала от любимого мужа такого предательства. Когда мама плакала, то в дверь вдруг начал скрести пес Гром. Она открыла, всхлипывая, запустила его и села в кресло, продолжая плакать,
потому что было горько на душе и очень обидно. Пес подошел к маме, сел рядом и положил голову ей на колени, глядя в глаза. Потом лизнул руки. «Мой ты хороший, пожалеть меня пришел. Спасибо тебе за поддержку». Гром жил у нас во дворе, его как-то приютила мама, когда он забрел к нам во двор, калитка была открыта. Она его накормила, пожалела, такого худого, замерзшего, и оставила у нас. В углу, возле сарая, перевернула большую коробку, сделала там отверстие и постелила собаке старый отцовский полушубок. Вот так он и остался у нас жить. Хороший и ласковый был пес. Отец в эти дни приходил домой без нас, забрал свои вещи и прихватил кое-что ценное у мамы. И вот пришел в выходной день, когда мама побежала в магазин, как будто караулил ее специально, а я спал дома один. Меня он разбудил, когда у него что-то упало. Я соскочил и бросился к нему, но он оттолкнул меня снова в спальню и закрыл дверь. Я залез под одеяло и расплакался, раньше отец таким не был. Потом дома завоняло, как от машины, хлопнула дверь. Я лежал и боялся выходить, потом завоняло дымом, а когда все же встал и открыл двери, то закричал от ужаса, в доме все полыхало. Я очень испугался и начал кричать, но ведь вокруг никого не было. Я залез снова под одеяло, лежал там и плакал. Потом стало сильно першить в горле, начал задыхаться и отключился. Очнулся я от того, что меня тащил за майку Гром, и тут кто-то подбежал, меня схватили на руки и бегом на улицу. Там кричала и билась в руках у соседей мама, это я услышал, потом снова темно. Когда я пришел в себя в больнице, меня сразу же опросил следователь, мама сидела рядышком и тихо плакала. Он спросил, кто приходил к нам домой в тот день, и я все ему рассказал, как папа меня толкнул в спальню и ушел. Отца нашли в Стамбуле, у его любовницы, ради которой он пожертвовал сыном. Оказывается, она ему поставила условие, что заберет его с собой в свой дом, когда он избавится от меня, чтобы никаких алиментов не платить. А спас меня наш верный друг, добрый беспородный пес Гром. Когда отец ушел, он сразу стал когтями обдирать двери, но открыть, конечно же, не мог. Тогда он побежал к дому соседей и начал там и лаять, а потом страшно завыл. Сосед понял, что у нас что-то не в порядке, подбежал к дому, а Гром начал на дверь прыгать, и тут мужчина унюхал дым. Дверь была закрыта на ключ, и тогда он бегом принес топор и выломал замок, а дом уже вовсю полыхал. Пес сразу ринулся внутрь дома, сосед накинул на голову куртку и за ним. Так они спасли меня. Прибежала испуганная мама, соседи, которые не пускали ее в полыхающий дом. Приехала скорая помощь, потом пожарка, только поздно, дом сгорел дотла. Нам потом, правда, дали квартиру в старом доме, двухкомнатную, соседи собрали кто, что мог, так мы понемногу начали с мамой обживаться по новой. И ничего, выжили. Вот такая история. Жуткая история, скажу я вам, молодой человек. Это каким надо быть садистом, нелюдям, чтобы родного сына в доме сжечь ради денег, копеек по сути? Я тоже сидела притихшая, было как-то не по себе, от услышанного. Дикость средневековая, только это она и смогла сказать, хотя ваш пес Гром молодец. Да, так он отплатил маме за ее доброту. Она спасла его, а он ее сына. Да и вообще, преданный и добрее собак нет. Я их просто обожаю. А как Гром? Он жил с нами до глубокой старости, и когда его не стало, мама долго не могла завести другую собаку. Но сейчас у нее живет овчарка Люся, ее она, кстати, тоже приютила. Друзья, если вам понравилась история, пожалуйста, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. До свидания.